Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Ольга. Сегодня я хочу поделиться своим опытом в комбинировании лозы иовой натуральной и нашей бумажной лозы. Ажур без трубочек со шнуром внутри сделать вообще невозможно такой. То есть как накрутить трубочки со шнуром, есть видео на моем канале, можно посмотреть по ссылочке в описании. Это довольно трудоемкое занятие и затратное, потому что нужно купить шнур тот же самый, то есть он удорожает стоимость изделия. Поэтому я задумалась о том, чтобы использовать для ажура натуральную лозу. Вот что у меня получилось. Вот это вот моя первая корзинка, где я пробовала ажур. Послойное плетение. Плетала донышко, как в последнее время я оплетаю донышки все на шкатулках. Можно посмотреть по ссылочке у вас на экранах. Пускай будет по 2 трубочки, потому что мы здесь заложили, ну как они, стойки деревянные, прут, и я думаю, что выдержит. То есть вот будем считать, что это вот первый прут. И смотрю, вот последняя осталась. То есть вот из-за этой уже мы вывели, а из-за этой вот нет, последняя. То есть я докладываю. Так, из-за этой мы вывели, подождите. Из-за этой вывели, из-за вот этой вот она. Из-за этой и пошли плести. Но у нас сейчас в конце будет видно, что надо, чтобы из-за каждой стоечки вышли трубочки. Если они не выйдут, значит где-то что-то пропустилось. Вот все. Два вверх загибаю, поднимаю. Плету веревочку из двух, чтобы закрыть пеньки. Проплела пару рядов веревочкой. И теперь буду формировать загибку перед двумя ажур будет, перед двумя за одну. То есть перед двумя я провела за одну. И вот где была веревочка в 3 трубочки прямая, под нее прохожу. И так поступаю с каждым прутиком. Такой ажур у меня получился. Добавляю 3
трубочки. Буду заплетать веревочку в 3 трубочки. Так, плету прямую веревочку из 3. Прижимаю. Проплела еще веревочку в 2 трубочки. И так как пруд, он все-таки это пруд, надо его закреплять. Вот и в веревочку в 3 трубочки его сюда вот спрятать. При плетении на нечетном количестве стоек, смотрите, какой получается узор. То есть вот нижний снизу пошла сверху, снизу, а второй трубочкой, получается, я уже плету другой узор. Ну, то есть вот и на нечетном числе, если плести вот так вот, получится узор как будто 2 трубочками сразу плетет, одновременно плетется. Ну, еще может быть вот такой вот вариант. Ну, тоже проплела несколько рядов. Считаю, что хватит для корзиночки, потому что еще сверху ажур будет. Добавляю 3-ю трубочку и плету веревочку в 3 трубочки. Добавлять буду я в плетение туда внутрь, потому что прутики, они разбалтывают плетение. Поэтому вот, не просто заложила, а внутрь туда спустила. И веревочку в 3 трубочки прямую и обратную, закрепляющую. Закрыла ряд. Перед плетением обратной веревочки обрезаю стойки красные. Закрываю веревочку в 3 трубочки. То есть вот я закрыла, и мне надо... Я обычно оставляю, подклеиваю плетение. Теперь убираю в плетение и делаю глубоко это, чтобы не выскочило. С этим буду работать. О своих ошибках. То, что вот при комбинации прутьев и газетного плетения. То есть вот здесь вот, где я проплетала веревочку в 3 трубочки, прутья потом при заведении сюда в эту веревочку очень сильно ее поднимали, плетение вот рыхлое получилось. То есть вот здесь на этой корзиночке здесь я плела уже как можно сильнее, стягивая наше плетение, чтобы прутья не так поднимали веревочку. Во-первых. Во-вторых, я все время смотрела за мастерами и слышала стараться не расщепить прут. Когда я чистила прут, я, в принципе, даже не обратила внимания, что я допустила эту ошибку. И вот здесь вот в результате вот в этих... Потому что прут, его так не видно, что он расщепился. Потом, когда начинаешь делать ажур, все видно. Так, вот в этой корзинке никак у меня не получалось сделать ручку. Закрепила ручку, вот там несколько прутьев таким образом. Но она чуть-чуть получилась тяжеловато для этой ажурной корзинки ручка. Вот это была другая моя проба сделать ручку. Здесь тоже маленький нюанс. То, что прутики я вставляла с одной и с другой стороны, чтобы ровненько были. И в результате вот чуть-чуть, видите, сместилась ручка. Как я ее не поправляю, вот прут перетягивает. То есть надо добавлять 2 прутика. По 2 прутика с каждой стороны, чтобы они вот так внахлёст были. И тогда получится, что здесь ровно будет... На оранжево-белую корзинку, вот это вот с послойным плетением, у меня ушло около 40 оранжевых трубочек и около 100 трубочек белых.
24 прута, потому что 24 стойки. И тут на ручке надо потолще прут. Таких тоненьких я использовала там 4 пары, по-моему, или 3. А надо потолще было брать. Но это будет вот такая вот ручка. Она более, конечно, громоздкая. Вот это вот для этой ажурной корзинки вот в таком варианте ручка лучше смотрится. Еще я провожу занятия по плетению, которые проходят в формате эфиров для спонсоров канала дважды в неделю. А также эти эфиры остаются в записи и доступны к просмотру в течение 3 месяцев. После этого все эфиры уходят в архив и доступны уже на другом уровне спонсорства. Присоединяйтесь к нам в любое удобное для вас время. Участвуйте в эфирах, смотрите за нюансами плетения, за моими ошибками, которые не попадают в мастер-классы, и как эти ошибки исправить. Трубочки у меня накручены на спицу 1 мм. Ширина полосы 7 сантиметров. Посуда. Как я обрабатываю трубочки, ссылочка у вас на экранах. Хочу заострить ваше внимание, что это не мастер-класс по плетению корзиночек, а просто я делюсь своим опытом. Это все, что я вам хотела рассказать. Подписывайтесь на мой канал, приходите ко мне на прямые эфиры, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. А также в описании под видео я оставляю множество ссылок, очень полезных для начинающих плетений и не только. Заходите в описание. Спасибо вам за внимание. До свидания.